Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с психоаналитиком, Спартаком Субботой. Спартак на связи, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Ну, прям истерия какая-то массовая пошла, да, истерия томагавков, и вот оно, разрешение в Хм. пятницу Зеленский, ну, уже отправил туда Ермака, Умерова, Кислицу и Свириденко. Стефанишина организовала первым делом слет с оружейниками американскими. Трамп пребывает в приподнятом настроении, да, в общем, у него праздник, газы, он там закончил войну. Но он продолжает, собственно, действовать. И там Милея принял, Китай будет атаковать. Ну, в общем, говорит, Милей, что это ты в Китай? Давай будь как бы определеннее. Милей, будь посмелей. Значит, геополитически выглядит достаточно сложно все происходящее, исходя из того, что Трамп опять всех держит в такой зоне неопределенности. Вроде как и Путина ругает, но, в общем-то, все решится на этой встрече. Однако многие заподозрили неладное. Война скоро закончится. Ну, судя по плотности событий, когда в суббота, в воскресенье они созваниваются, потом отправляется делегация, срочность налицо. Это мы как бы привыкли жить день в день, но некоторым процессам нужно 2-3 дня, неделька, другая, для того, чтобы созреть. Что зреет, как видится вам? И вопрос по вашей кафедре. Вот это шатание, да, того, что там будем воевать еще года 3, вот Сикорский сегодня заявил, и надо готовиться, да, и там детей собирать, так сказать, на параллельную армию, и вообще дроны трудовикам раздать, пускай крутят дети на уроках, до того, что остановится горячая фаза буквально в конце ноября. Ну, смотрите, при том, что многие прогнозы как бы на это указывали, нет никаких причин так считать, учитывая динамику коммуникации Трампа. Обратите внимание, Трамп же делает, естественно, я даже обратил внимание, у разных журналистов, то он сошел с ума, то, что он делает, то теперь он снова вернулся в здравие. На самом деле Трамп двигается строго по своему вектору. Есть один очень интересный, занятный молодой человек, который резко поднялся на идее с стопроцентными пошлинами для Китая. Я думаю, вы слышали, кто это. Это сын Трампа. Стал самым богатым подростком в мире, грубо говоря. Каким образом? Он просто поставил на понижение в момент, когда Трамп сказал, что введет стопроцентные пошлины. Единственный, кто выигрывает реально во всей этой ситуации, это вообще отнюдь не Украина. Смотрите, даже если дадут томагавки Украине, она не решит ничего на поле боя. И второй момент, это, как было сказано, реально новый виток эскалации, потому что и для того, чтобы использовать томагавки, необходимы эксперты, которые являются гражданами США. Невозможно использовать их без этого. Ну, если они будут лететь, русские могут как интерпретировать? Есть там ядерный заряд, нет ядерного заряда. То есть мы не понимаем, как там будет, и мы должны реагировать соответственно. Потому это новый виток эскалации, к которому Трамп как бы не особо стремится, потому что он понимает, что ему нужно делать бизнес. Он мыслит как бизнесмен. И вот идея о введении стопроцентных пошлин, а потом их отмене в течение 2 дней очень похожа на то, ну, знаете, как, грубо говоря, как какой-то школьник сначала поругался со своим другом, которого любил навсегда, вот поругался с ним, а потом навсегда снова опять дружит через буквально 2 дня, потому что они вместе съели сосиску в тесте. Вот такие масштабы, собственно говоря, просто они на уровне государств, но ничего особо нового, честно скажу, я от Трампа не вижу. Его заявления всегда имели высокую волатильность. И причем от одной крайности в другую. И его заявления всегда влияли на волатильность на рынке. Вот на что следует обратить внимание, что ни одно заявление Трампа не обходится без реакции рынка. Рынок реагирует на его слова, и он очень умело этим пользуется. Еще раз напомню, что когда он заявил о стопроцентных пошлинах, рынок обвалился. Несколько людей свели счеты жизнью. Это те из тех, кого мы знаем. На самом деле многие люди свели счеты жизнью из-за того, что, ну, вы понимаете, да, какие колоссальные потери. Через 2 дня все вернулось на круги своя. То есть вернулся статус богачей, но они уже как бы жизнь себе не вернули. А один мудрый мужчина в лице Трампа как бы всем своим близким сказал: смотрите, ставьте на понижение. Оно так и случилось, люди отлично заработали, все вернулось на круги своя. Более того, он начал стремиться к коммуникации с Си, но есть нюанс. Он не совсем понимает Азию, он не совсем понимает, что это за люди, азиаты.
Я вижу, что он понимает, кто люди, ну, там, в арабском мире, он как бы с ними может найти общий язык, он с ними договаривается, он может оказывать на них давление, он может с ними взаимодействовать на разных уровнях. И как мы видим с Хамас и, ну, там, с Израилем, у него это получается, потому что они реагируют на вот эту нестабильность заявлений. Они боятся, они хотят качественно жить, при этом не хотят терять дотации. С Азией это не работает. Вы сказали Китай. Китай – это огромная машина, она не может развернуться за один день. Ей нужно время. И когда Трамп заявляет такое, китайцы такие: так, разберемся с этим послезавтра. А послезавтра оно все возвращается на свои места. Они говорят: ну вот видите, и не надо было беспокоиться. Но в голове Си это все равно откладывается. Как это можно понять? Дело в том, что никто не цитирует Си Цзиньпиня, никто не транслирует то, что говорится в Китае. Поэтому я рекомендую тем, кто хочет больше в этом разбираться, читать китайские источники. Я, например, читаю китайские источники. Сложно, конечно, с переводом, но суть заключается в чем? Там демонстрируется позиция Китая. Они смотрят на западный мир как, ну, на сумасшедших. Они говорят: это же неадекватные люди. Ну, как можно ввести сначала эти пошлины? Потом сказать: мы пересмотрим, потом давайте с ними дружить, потом я желаю Си всего наилучшего, сильный правитель. Ну, они к этому относятся как, они сами лицемеры, но они относятся к этому как к тотальному лицемерию. Потому эскалация путем улучшения отношений с Китаем, она будет происходить не потому, что он будет вводить эти пошлины или их отменять. Она будет находиться на таком уровне только по простой причине. Очень разный культурный подход. Нельзя китайцам сегодня сказать одно, а завтра сказать другое. Так действуют только арабы. Вы можете о чем угодно можете договориться с арабами. На следующий день он приходит и говорит: знаете, мне приснился плохой сон, все отменяем. Единственное, кстати, с кем у арабов не получается такие проворачивать штуки, это с британцами. Британцы подписывают договора еще до встреч. Потому как только, ну, то есть арабы очень под британцами, и очень сложно им, собственно говоря, с бритами как-то бороться. А Америка для них вообще отлично. Америка дает 1000 разных заявлений, которые друг другу противоречат, и потом их отменяет. Они могут в эту игру играть бесконечно. Потому, отвечая на ваш вопрос, что происходит? Происходит стандартная ситуация заработка денег. Ничего в этом я вообще совершенно странного не вижу. Здесь интересы Украины абсолютно никак не учитываются. История с этими томагавками, она не решит ситуацию, она ее только усугубит, если томагавки будут использованы. Если использованы не будут, то усугубит для Украины, потому что Украина потеряет надежду на хорошего, крепкого партнера. Но вот есть одна компьютерная игра, и там есть такая фраза, мне она очень нравится. И она очень сильно отсылается к тому, что будет, если давать томагавки, если давать вообще какое-то такое подобное оружие, которое может нести ядерный заряд. Что может быть, если давать это Украине против России? И там есть такая фраза: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Дело в том, что невозможно выиграть ядерную державу. Нужно найти самый эффективный для нас всех компромисс. Естественно, как вот заявлял Мураев, не может там президент Украины отдать или не отдать территории. Это делается, ну, как бы с помощью референдумов. Но учитывая ситуацию, которая сейчас происходит на земле, и учитывая то, как сильно игнорируется Конституция Украины, вы в том числе являетесь представителем игнорирования, ну, вы жертва игнорирования Конституции, как и многие-многие другие, что как Труханова лишили граждан, это вообще нонсенс. Но дело в том, что если томагавки дадут, то это отнюдь не то, что должно радовать нас. Понимаете, тут вопрос, а вообще возможен ли компромисс? Ну, как таковой. Потому что все более и более бескомпромиссные вещи обрушиваются на голову украинцам. То всех загоняют в реестры, то еще каким-то боком, то еще своеобразным образом. Поджимают, поджимают и поджимают вот эту атмосферу. И, вы знаете, выходит за какие-то нормы приличия. Сегодня все утро, там весь интернет смеется над киевскими ТЦК. Ну, причем киевский, не только киевский, давайте так. Они отмечают периодически, скажем так, праздник идиотизма и выдают такие очень интересные, генерируют идеи, ну, там, заявления, мысли. Говорят, в общем, взяток никто не берет, ТЦК. Для того, чтобы вот в Тернополе, ну, Тернопольский ТЦК, ужас же, да, то есть там заблокировали футбольного тренера, бывшего футболиста,
И там махач был прям настоящий, прям свозили, как вот стенка на стенку, как во дворах. То есть там те позвали этих, другие позвали тех, футболисты, околофутбольные, спортсмены какие-то, да, с Мгм. ТЦКшниками прям в рукопашную. А, И в этот день они выпускают очень интересные вещи. То есть, смотрите, ТЦК заблокировала машину, да, побросали вот эти, ну, чтобы не поехала, чтобы шины проколоть, ленты, Мгм. вот эти проволоку. Люди пытаются освободить машину, говорят, что это за беспредел. Но рядышком ходит с палочкой ТЦКшник. И говорят, мы военнослужащих привлекаем, те, которые на фронте были, те, которые реально с боевым опытом. Подождите, так нам же рассказывали всем буквально несколько, там, полгода назад, год назад, что все ТЦКшники служат на фронте. То есть, получается, ТЦКшники-вертухаи, а есть вот эти ТЦКшники, которые герои, их так сложно, ну, да, то есть обидеть, с ними сложно ругаться, смотришь на них, совесть мучает, надо идти, склонив голову в ТЦК, понимаете? А, Киев публикует распредцентр, распределитель ДВРЗ, да, прям ужасные условия, кошмар, в общем, ужас и кошмар. На следующий день выходит киевский ТЦК, говорит, да, у нас не люкс, но эти фотографии фейк, вообще подрывают доверие к ВСУ, дезинформация, не так там. А как? Покажите. Не показывают. И понимаете, то есть, как бы и это не запускают, и о никаких последствиях вообще никто даже не думает. Да? А людям, кажется, плевать. Им важно выжить. Выходят реально там, попадаются такие материалы с опросами, как вы относитесь к уклонистам, и мужички говорят, да я сам уклонист. Ходишь, оглядываешься, то есть по сторонам. Хочется работать, платить налоги. Почему не набирают из тех, кто хочет? Там, пускай по миру ищут, свищут. Да? То есть работать нам зовут 10 миллионов мигрантов, Милованов тут теоретизирует, Боже, это а, такое ужасно. а воевать, значит, ты иди, бросай работу, жену, детей, всех бросай, шуруй. В общем, так и победим. Как это складывается в массовом сознании? Есть ли какая-то система? Почему я вас пытаю постоянно об этом? Потому что кажется, что нужно какой-то кирпичик выбить, и тогда все обрушится, а оно просто нарастает, нарастает новыми какими-то, скажем так, новыми наростнями. Есть такая ошибка восприятия информации, она свойственна очень многим людям. Она называется фундаментальная ошибка атрибуции. Я вам объясню, что это значит. Если мы видим человека, который хоть неплохо так вот сложен, и он выйдет в форме хоккеиста, мы предположим, что это хоккеист. С большей вероятностью мы будем с ним немножко спокойнее разговаривать, меньше конфликтовать. Если мы увидим человека, который будет выходить из машины, ну, там, допустим, Феррари, мы будем допускать, что этот человек занимается криптовалютами, какой-то бизнесмен, ну, скорее всего, какой-то не очень крупный, потому что крупные люди не ездят на таком авто. И вот эта вот фундаментальная ошибка атрибуции – это когнитивное искажение, ошибка обработки информации, при котором нам свойственно глобализировать один какой-то показатель. Мы смотрим на человека в военной форме, мы думаем, что он военный. Но вот в чем дело. Так было раньше, и раньше это вызывало какое-то уважение. В данный момент за счет того, что мозг больше ориентирован на негативные аспекты, есть у нас уклон в негативизм. Особенность мозга. Мозг так работает. Мы всегда лучше запоминаем негативные факты. Почему? Нам нужно выживать. Психика стремится к выживанию, чтобы тело сохранилось. И, кстати, тут кто более тревожный, тот с большей вероятностью передаст свои гены, потому что он будет избегать угроз. Так вот, из-за этого, из-за уклона в негативизм, фундаментальная ошибка атрибуции превращается в то, что все, что имеет хоть какой-то пиксель, либо зеленый цвет, равно ТЦК. Кто такие ТЦКшники, знает абсолютно каждый человек. Их даже военные ненавидят. Их никто не уважает. Это люди, ну типа, это нон-грата для всех людей. То есть это люди, которых не уважает никто. Их сами ТЦКшники не уважают. Ну, у меня есть ощущение, что они друг друга как бы в команде, кроме как там какими-то оскорбительными словами, в принципе, называть и не должны. Вот это вот их основная модель поведения. Они ассоциируются с чем-то плохим. Ни один ТЦКшник не ассоциируется с чем-то хорошим. И это приводит к тому, что это плохо влияет на военных. И вот на ваш вопрос вы как-то спрашивали, да, как долго это будет длиться, что будет делать. Проблема в том, что я все время буду повторять одно и то же, что самыми главными и важными инфлюенсерами в данный момент будут являться военные.
И до тех пор, пока военные не говорят, или там пока они занимаются исключительно войной вовне, а не войной внутри, пока они не решат эту проблему, основную суть конфликта. Суть конфликта происходит не на поле столкновения, не там. Суть конфликта происходит в головах людей, собственно говоря, которые не в курсе того, что происходит на поле столкновения, потому что они никогда туда не поедут. И происходит суть конфликта, собственно говоря, в Верховной Раде, они происходят в парламенте. То есть вот все проблемы, они оттуда. И так как людям сложно посмотреть на пару шагов дальше, потому что они не сталкиваются с этим, но они сталкиваются с людьми в форме. И потому военным уже просто стыдно носить военную форму, потому что они говорят, я не хочу, чтобы меня думали, что это мне ТЦКшник, меня сравнивали с ним. И вот эта фундаментальная ошибка атрибуции приводит к тому, что людям стало выгодно оценивать всех по одному какому-то фактору. Например, если завтра выйдет где-то новость о том, что там Шелест плохой, негодяй, все остальное, люди не станут критически мыслить. В военное время люди мыслят не критически. Вот есть работа, которая называется «Человек-масса». Это толпа, им легче мыслить простыми лозунгами. Кстати, точно так же потом очень просто при приходе новой власти это все перевернуть в обратную сторону. Толпа очень легко поддается резким, причем радикальным переменам. Сначала любить, потом ненавидеть. Сначала мы давайте дадим всем возможность говорить на языке, на котором как бы они хотят, потом искоренить русский, а потом снова давайте всем дадим. То есть это будет бесконечное вот такое вот метание, и много социальных экспериментов это показывали. Много исторических фактов, указывающих на то, что это будет так. Но до того, что будет происходить, до того люди просто будут бессмысленно умирать. По поводу компромиссов. Есть ли вообще какой-то компромисс? Ну, конечно, есть. Но нету такого, чтобы была вообще абсолютно безвыходная ситуация. Естественно, мы находимся в ситуации, которая называется цугцванг. Любое наше следующее движение, в том числе на поле боя, приводит к потерям территории, к ухудшению положения демографической позиции страны в мире. Потому тут нужно опираться именно на население. Потому что когда, как сказал Милованов, кстати, раньше, ну, я знаю Милованова лично, адекватный, ну, вроде был мужик. У меня ощущение, что все люди, которые начинают сотрудничать с офисом президента, заражаются йододефицитом каким-то, я не знаю, у них проблемы, не усваивается йода, или у них резко падает уровень IQ, там какие-то стоят заглушки, или что, я не понимаю, они либо резко глупеют, либо деньги их меняют, или на них давят очень сильно, потому что ну, там, Киевская школа экономики должна существовать, и чтобы она нормально существовала, нам нужно, чтобы Милованов говорил правильные вещи. То есть оказывается какое-то давление, потому что я не верю, что люди с достаточно высоким IQ, например, как Милованов, реально могут исходить из того, что стране нужны индусы. Ну, то есть это же нонсенс, это уничтожение наций. И вот в этом, знаете, парадокс. Любой режим предусматривает элемент национализма. То есть нам нужно сильно бороться за нашу нацию. То есть язык нас устраивает, борьба за язык мы должны бороться, украинский. Все украинское, украинизируемся по максимуму. Даже книжки сейчас сжигают. Ну, это вообще уже, конечно, абсурд. Если сжигают книжки, так происходило только в фашистской Германии. Но вот здесь как бы так, а потом резко. А потом нам нужно, чтобы у нас рожались красивые индусские дети. Очень красивые, с хорошей генетикой, прекрасные. И будем мы учить сурду и так далее. Ну, то есть мы будем как бы... Я не понимаю, как у них это укладывается, но, как я уже говорил, для толпы чем более контроверсивные заявления, тем более эффективно они, собственно говоря, на них влияют. К сожалению, для того, чтобы люди о чем-то задумались, необходим какой-то латеральный скачок в их сознании. А этот латеральный скачок в их сознании, он возможен только тогда, когда люди, там, я не знаю, что должно случиться. Они должны видеть ядерный грипп, но это же ненормально. То есть, или они должны не видеть людей на улицах совершенно, то есть, чтобы вообще уже их не было. Неизвестно, что должно случиться, потому что пока не ясны, Александр, не ясны пределы прочности украинской нации. До сих пор не ясны? Непонятно до сих пор. Смотрите, ну тут о прочности давайте тогда развернем все на вот эту городскую культуру. Помните, да, как украинцы обиделись о том, что они там вышли из села, и есть люди, которые это опровергают, ну, там, Угу. и так далее. Это там очередной пункт скандала, ну, вот этого негативного отношения там, к Арестовичу, интервью Собчак, которые там пародии снимали. В общем, это там целый шлейф, да, за этим стоит. Ну, такая травма какая-то своеобразная украинская. Давайте о городе поговорим. Ну, вот Зеленский снимает Труханова. Но как снимает? Он не Ой, имеет права этого делать. класс. Он, скажем,
Понятно, да, он делает это из-под тишка, причем это все так, знаете, достаточно наигранно. Сам Зеленский, он об этом говорит, ну, только по факту, то есть вышел на обращение, сказал, Одессу надо защищать. Вот так Она вот. требует... То есть четвертый год войны, надо Одессу вот стало защищать именно сейчас с военно-гражданской администрацией, с там Лысака вроде говорит или кого-то другого, неважно. Короче, Одессу надо брать в свои руки. Вот именно сейчас. То есть, подожди, да мы же побеждаем, мы же в Доброполье контрнаступаем, у нас же там, да, томагавки сейчас дадут, там оружие, там целый министр войны Америки Пит Хексет приехал сегодня на Рамштайн и призвал, говорит, европейцы, скидывайте в этот котел Пурл, да, вот эта программа, то есть, когда европейцы насыщают деньгами, оттуда американцам платят, и американцы там поставляют оружие. То есть давайте, 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 быстрее, быстрее, говорит министр войны, набрасывайте деньжат, мы будем продавать вам оружие. Томагавки пока нет, встреча с Зеленским будет. Ну, в общем, неважно. То есть, смотрите, все же хорошо. Но Одессу надо защищать именно сейчас. Именно вот за 2 месяца до того, когда вот этот скрин, опять-таки там есть вопросы к подлинности вот этого паспорта. Был ли он? Что означает вот это ИНН нашли? Вот эти выписки из реестров. СБУ все показало. Смотрите, 2 месяца до срока окончания действия российского паспорта остается у Труханова. Был он там, не был. Потом залезли в базы, посмотрели, там вроде какая-то женщина Татьяна, да, по этому номеру паспорта пересекала границы. много раз. Он же еще, блин, биометрический, российский. Это паспорт для того, чтобы ездить за границу. Так у Труханова украинский, у него все дороги открыты, без виз, то есть свободно. Зачем ему биометрический? То есть люди как бы набрасывают эти вопросы, но они остаются без ответа и все как бы, знаете, под знаменем защиты Одессы. А, так а что одесситы? Ничего, одесситы. Выскочили горстка людей, пооткрывали шампанского, поскакали, потанцевали гуцульские танцы вечером, попраздновали, что Труханова Да. забрали паспорт. Ну и, собственно, все, Одессу как таковую и не слышно. Вот вам испытание украинской нации. Как смотрите на эти вещи? Масштабы победы такие очень скудные, потому что, например, победы украинцы в какой-то момент посчитали, что пришли на Петровку и у каких-то старушек, и у каких-то дедушек позабирали книжки, которые напечатаны на русском языке еще были до того, как эти старушки и дедушки в школу сходили. Знаете, то есть уровень, уровень удовлетворенности таким маленьким масштабом победы не эквивалентен. Масштаб победы очень маленький. То есть и для кого-то он, естественно, является победой, там, сжечь книжку, знаете, там, выгнать кого-то, заставить человека поменять слово в меню, например, там было написано на русском, чтобы оно было написано украинским. То есть масштабы победы никчемные. Это единственный масштаб победы, который сейчас возможно контролировать и который можно наблюдать. Потому к нему прибегают. Потому что если не будет никаких побед, и эти победы не будут крутиться в средствах массовой информации, будет проблема. А крутить-то, собственно говоря, и нечего, Александр. Дело в том, что побед каких-то нет. Под Доброполем вся история, она захлебнулась. То есть вначале были какие-то локальные успехи, но для того, чтобы там успехи были эффективными, необходимо было, и они вынуждены были стянуть с других точек. Кстати, я не помню, может, мне напомните, а что там с Курском? Ну так вот, собственно, возвращаемся к теме о победах. У нас этих побед нет, уже даже Залужный говорит, что история с Курском это была нелепая затея, ее не нужно было реализовывать. Локальные маленькие такие победы, радость этим победам, которая не эквивалентна реальным событиям, она дает ощущение хоть какого-то контроля. Поверьте, у украинцев отняли очень много. То есть у украинцев забрали все, возможность путешествовать, возможность выражать свою точку зрения. Поэтому я скажу так, что я допускаю, что даже умные, осознанные люди тоже выходят на эти мероприятия, танцуют эти гуцульские танцы. В этом ничего такого нет, потому что хоть какая-то маленькая возможность идентифицировать себя как хоть какой-то свободный человек. Во всех остальных аспектах это невозможно. Запрещено высказываться даже среди своих знакомых. Дети стоят в школах, минуту молчания соблюдать. А в Советском Союзе такого не было. Такого нигде не было, это же нонсенс какой-то. Это в Северной Корее такое есть. В некоторых китайских военных школах такое есть, но этого нету в свободном мире, это никто таким не занимается.
И вот эта вся культивация борьбы с мелкими вещами, она создает иллюзию того, что что-то меняется, что-то происходит. Но это только на маленьком уровне, чтобы маленькие люди, которые могут выйти потом и сказать, смотри сюда, нам не нравится, что это происходит, чтобы эти маленькие люди ощущали хоть какой-то эффект причастности, что они что-то делают. Вот, они вышли, они свергли Труханова. Хотя за Труханова очень такая добрая половина одесситов как бы наоборот ратеет. Вот, я скажу так. Несколько лет назад, когда мы ездили в Одессу с мероприятием, с подкастом, там был памятник, который еще при Екатерине поставили. И я такой думаю, вот, надо снести, надо, чтобы Украина... И мне многие одесситы пишут, слушайте, нам нравится, что вы говорите, нам нравится это, но памятник тут какую имеет связь? И я такой, знаете, реально слепо верящий, что это какую-то связь с чем-то имеет. Говорю, ну как же, вы что, не видите, это же идентификация. Проходит буквально год, и я вырастаю, получается, и понимаю, что вообще это настолько ни о чем, это ни к чему не имеет никакого отношения. Когда тень Пушкина там стерли, вообще это такая, ну, это культурно известная была, я не знаю, слышали вы про это событие или нет, мужчину спрашиваю, как вы к этому относитесь? А говорит, идиоты, говорит, конченые. Говорит, я за Украину, мне всегда нравилась Украина, я никогда отсюда не уеду. У меня есть возможность здесь жить, у меня здесь дети, все нормально. Говорит, зачем они делают такие маленькие локальные атаки? Они же только раздражают. Потому история с этим паспортом, это просто смешно и неудобно. Я к Труханову вообще не питаю никаких хороших чувств. Я его не знаю даже, честно говоря, Труханова. То есть я его никогда в своей жизни даже не видел, даже не знаю, как он выглядит. Если мне скажут, вот выбери из 5 мужчин Труханова, я выберу интуитивно. Суть в том, что методы, которые используются для того, чтобы уничтожать условную оппозицию, хотя они не являются прямой оппозицией, они просто являются несогласными, самоуправление пытаются, ну, как бы наклонить. И уже такими тупыми способами. Сейчас уже каждый второй – это враг России, либо сотрудничает с ними. Ну, я знаю людей, которых обвинили в сотрудничестве с Россией. Ну, у этих бы людей, если бы они сотрудничали с Россией, хотя бы деньги были. У них нет ни денег, ни имущества, ничего. Это просто ну, обычные люди. И когда говорят о том, что вот СБУ нашло там это, ну, либо оно работает очень неправильно, либо это откровенная ложь. Потому что у Труханова нет этого паспорта, потому что этот паспорт зарегистрирован уже на сегодняшний момент, на 7 утра сегодня, было перепроверено, и даже ту женщину нашли, у которой этот паспорт. Ну, то есть, и этот паспорт полностью соответствует, это ее паспорт, это не паспорт Труханова, никакого к нему отношения не имеет. И бред, что вот это бредово, что вынужден выйти и оправдаться. В одностороннем порядке без суда лишили гражданства. Просто ну, узурпация власти, тоталитарный режим, по сути, какой-то происходит. Уже даже без какой-то коммуникационной стратегии это делает. Я же говорю, что у меня создается ощущение, что там наверху люди паникуют, и уже на панике начинают чувствовать вот это вот вседозволенность. Мне это напоминает фильм «Бешеные псы». Ну, там про, может быть, вы это смотрели, может нет. В общем, суть в том, что чем больше чувствуешь в себе уверенность, тем больше ты начинаешь допускать ошибок. И одна из этих ошибок будет необратимой. Нью-Йорк Таймс, кстати, выпустили статью по поводу истории с паспортом Труханова. Кто не читал, я очень кратко перескажу. Сказали, что это очевидное вмешательство государства в органы самоуправления избранных, не назначенных, как это происходит в офисе президента. Сейчас многих людей просто тупо поназначали. А избранных народом, избранных по городам большим, значимым городам, мэров, которые имеют власть в своих руках принимать решения и не являются согласными с линией основной партии. То есть уже даже Нью-Йорк Таймс об этом пишет, но нужно же как-то задуматься, ну, хотя бы какие-то шаги делать последовательные. А зачем Зеленскому эта власть? Вот смотрите, тут же тоже главный момент. Все говорят, власть – это наркотик. Да? Человек идет за властью, человек, в общем, хочет значить что-то. Я поддерживаю эту точку зрения, но тут надо немножко детальнее остановиться. Я попрошу вас это сделать, потому что, ну, условно, всегда есть вот этот потолок денежный, да, то есть всегда хочется больше денег. Вот смотрите, Порошенко олигарх, да, и у нас как говорили, давайте выбирать Порошенко, говорит, он олигарх там. Ну, так он олигарх, значит, воровать не будет из бюджета, у него все есть, он всего достиг.
Такая же история ходила про Зеленского. Ну, мол, он уже все деньги свои заработал. Смотрите, какая успешная личность, у него там задекларированы. То есть, по большому-то счету, люди-то смотрят, что для шикарной жизни нужно не так много денег, не столько, сколько у Порошенко, там, у Зеленского. Их, кстати, сравнивали недавно в соцопросах, и украинцы сказали, не хотим ни того, ни другого. Причем так увесистое количество украинцев, процентов 36, да, ну так по памяти я вспоминаю этот соцопрос крайний, да, то есть не хотим ни того, ни другого. И говорит, ну зачем, то есть это же хорошо, когда есть деньги. Но и получается, деньги не причина, то есть не заработок причина, а причина что-то другое. Вот это тщеславие, вот этот, скажем, момент повелевания, что ли, да, значимости, силы. Откуда это берется, и как бы вот вы разложили вот эту мотивацию, внимание, в воюющей стране? Есть фильм «Области тьмы». Я сегодня много на фильмы ссылаюсь. И там можно приобрести особые силы, знания, грубо говоря, 100% там эффективности на своей психике и развить мозг до невоображаемых масштабов, выпивая таблетку. Но для того, чтобы она не убила впоследствии от синдрома отмены, необходимо ее пить регулярно. Вот эта вот таблетка власти, поймите, там же вопрос не в деньгах. На самом деле Зеленский мог бы уже всю жизнь, несколько его поколений, больше никогда не работать. Он для своих поколений только проблемы создал, а не решил. В данном случае это очень похоже на эффект власти, таблетку власти или обратный властный капкан. То есть такая, как отверстие, в которое ты засовываешь руку, а шипы, они в ту сторону направлены. То есть засунуть ты можешь, а высунуть очень болезненно. И вот такое ощущение, как будто Зеленский пытается уже пролезть полностью, всем телом пролезть и где-то там найти выход. Но чем дальше он залазит, тем он меньше шансов будет наблюдать выхода из этой ситуации. Деньги в данном случае не решают. Эти деньги выводятся, мы с вами обсуждали, по 50 миллионов. Они выводятся на случай, если нужно будет адаптироваться к новым условиям. Ну, там, бегствию, там, жить отдельно где-то, организовать себе старость безбедную, как это было, например, у некоторых представителей фашистской партии после Второй мировой войны. То есть необходимо подготовить почву для выживания. То есть вот эти 50 миллионов для него неощутимы. Он их не почувствует. Это большие деньги для нас, для всех людей, но для него это неощутимо. И денег уже хватает. Тут вопрос именно во власти. Дело в том, что, как Декарт сказал, я мыслю, следовательно, я существую, но тут я при власти, следовательно, я существую. Только отнять власть у Зеленского, он перестает быть кем-то в его сознании. На самом деле, посмотрим правде в глаза, он по-прежнему остается комиком, он по-прежнему остается актером, то есть он является кем-то, у него есть означающее, то есть он уже имеет статус, но в своей голове он назад вернуться не может. В его представлении он может двигаться только в ту сторону. Но чем дальше он движется, тем больше он залазит в этот вот односторонний шипатый капкан. И почему так происходит? Это происходит в связи с частью мозга, которая называется прилегающее ядро, и еще одна часть мозга, которая называется базальные ядра. Вот это две части, которые формируют у людей, как у наркозависимых или как у игроманов. То есть это то, что формирует вот этот вот стимул к власти. Нервная система постоянно подает импульсы, что потеря любой власти приводит к усугублению положения. И чем больше человек будет отказываться от этого, я приведу пример с людьми, которые влюбляются. Вы влюбились в человека. Вторичная соматосенсорная кора, она заставляет вас стремиться к этому человеку, потому что как только вы от него отдаляетесь, центр боли, ноцицептивная система, центр боли свидетельствует о том, что вы теряете что-то значимое. Только я сейчас говорю про двух людей, которые друг друга любят. А здесь у Зеленского любовь с властью. Чем дальше он от нее отходит, тем больше испытывает вот эту ломку, вот эту боль. Потому эта зависимость от власти, она абсолютно понятна. И единицы людей, которые приходят к власти, способны не поддаться этому. Я на самом деле знаю очень немного таких управленцев. Не поддаться этому и не попасть в эту зависимость. То есть не съесть вот эту таблетку власти, которая вынуждает человека впоследствии снова ее принимать. Потому что единожды возымев власть над народом, любым абсолютно, это может быть хоть народ Америки, хоть Зимбабве, это не играет роли.
И единожды возымев эту власть, жить без этого крайне сложно. А он, как человек, который на протяжении всей своей карьеры то получал популярность, то ее терял, то снова возвращал, он знает, что такое быть на минусе. И помимо рисков для жизни, если он потеряет власть, есть большой, колоссальный риск потерять себя. Зеленский себя идентифицирует, пока он у власти. Его очень легко можно в этом понять. Есть большая вероятность, что будь я на его месте, я бы точно таким же был человеком, точно так же бы реагировал. Я быстро пристращаюсь к чему-то, да, то есть у меня пристрастие формируется очень легко, потому легче отказываться от чего-то, чем попробовать и потом пожинать свои плоды. Но, как я уже говорил, здесь тоже применимо. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Если ты подавляешь народ в таком случае, то когда ты уйдешь, никто тебя хорошим словом не вспомнит. Все, что будет вспоминаться тебе, и это будет очень больно для человека, который стремился к власти, потому что, напомню, это вопрос самоидентификации. У Зеленского все базовые потребности закрыты. Это вопрос самоактуализации, самоидентификации. И вот когда уже разрушается то, ради чего ты делал все, что у тебя есть, а он же иногда, я убежден, он иногда свято верит, что он делает что-то правильное. Понимаете, в чем дело? То есть у него нет критики по отношению к своим поступкам. И вот в отличие от просто популярного певца, который им был, а потом перестал быть президентом, а потом им перестать быть, это, считайте, просто форменная смерть. Потому что это в Америке. Неважно, каким вы были по счету президентом. Если вы куда-то заходите, с вами как здоровается мистер президент? Всегда. С Обамой, со всеми. Потому что вы внесены в историю. И только в Украине люди могут себе позволить сказать, слышишь, эй ты. Ты уже не мистер президент. Ты уже просто эй ты. Ты помнишь, я из-за тебя бизнес потерял. Это к Порошенку люди говорят. Ты помнишь, я из-за тебя потерял мать, отца, там, своих двоих детей и все остальное. Это Зеленскому будут говорить. И это наблюдается все больше и больше, и несмотря на то, что мы с вами обсуждали 3 эфира назад по поводу подавления воли украинцев. Интересно наблюдать за тем, что они сейчас говорят, сидя в метро. Они скандируют «Зеленский, спустись сюда». Ну, это фейк, говорят. Вы что? Они там на самом деле это наложили звук, а они пели «Распрягайте, хлопці, коней». Ну так это нет, это даже не бьется движениями. Ну боже, это же видно, как они скандируют. Это же даже не знаю. Ну, я даже скажу больше. Просто в тот момент там сидела моя знакомая. Кстати, не последний человек, довольно популярный человек в Украине. Она там сидела со своим парнем, и она говорит, да, кричим. Слушайте, ну это вы просто переворачиваете сознание. Как это? Паспорт Труханова сделан в фотошопе. Центр противодействия дезинформации, который должен бороться с дезинформацией, он это делает путем дезинформации. Получается, если люди реально скандировали «Зеленский, иди к нам, спускайся до нас», а они наложили «распрягай». Нет, поют в бомбоубежищах и в метро тоже там. Это, Поют, конечно. ну это тех лет. Звук, давайте так, не видео, звук тех лет. Собираются и поют украинскую песню, «Червону руту» поют и все такое. Но это было тогда, да. Сейчас, конечно, это совершенно другая атмосфера. Я хотел у вас поинтересоваться очень интересным аспектом. Вчера в прямом эфире мы его затрагивали. Это вот женское начало в армии. Тяжелейшая на самом деле история. Нам периодически показывают женщин, которые военнослужащие. И тут, видимо, как-то вот разговор зашел у одной из военнослужащих, и она, в общем, пожаловалась на то, что проблема. В общем, армия – мужской коллектив, да, с очень специфическими людьми. Я в который раз повторяю, уже говорил, что вообще в любом обществе есть от 1 до 5%. Изредка это прям какие-то неимоверные общества в неимоверные там периоды, ну, например, там викинги, да, вот норвежские, еще кто-то. Это вот, ну, я имею в виду периоды и народы, когда там достигает условных, там, стремится к 10, там, то есть 7, 8 и туда, вот в таких пределах. А в любом обществе, в любом народе есть реально воины. Ну, они такие рождены. Причем это не обязательно там какие-то мускулиные, такие там накачанные какие-то еще. Нет, Да. это именно воины. Они вот именно заточены на войну, и они хотят, умеют, и, в общем, они воюют.
Они воюют в мирной жизни, они воюют на войне на фронте. То есть это просто тип людей. Но это небольшой процент. Все остальные как бы, они вот как притягивают к себе, как магнитом, и вот так образуется коллектив. И вот женщина жалуется, я пошла на войну, и есть там как бы ряд, бывают случаи, побратимов, которые говорят, что вы сюда пришли, женщины, вы там эти подстилки, вы сюда пришли условно за близостью половой. Но тут понятно, да, это у них как профессиональный язык, потому что она военная, он военный, да, и здесь, понятно, это неправильно, но это как бы, смотрите, это вот внутри военные разборки. Но она выходит дальше, ну вот в своих обидах. Она обижается на пользователей соцсетей, где вот эта вот вся, как бы, ну, обидная льется грязь о том, что вы там с командирами, вы там не воюете, а вообще там только вот это крутите хвостами, условно, краситесь под разгрузку, ну как это, что это за военная, которая с маникюром, с губищами, подкрашенная, да, вот Да. надевает на себя. То есть и, в общем, там обзывают всячески там горловые войска там и так далее, и так далее. Смотрите. Александр. Нет, ну это она сама так говорит. Ей она прям цитирует вот эти моменты и говорит, мне обидно, как военному, как военной. Я Мгм. тогда пришел к выводу, что, слушайте, а тут тоже есть определенный момент. А, И она так и сказала формулу очень важную. Не лезьте, мол, занимайтесь своей гражданской жизнью. Не лезьте там к нам. Я военнослужащая, да? Так а если военная жизнь лезет в гражданскую, то она получает вот этот отпор. Мне кажется, что после вот этих, ну вот если глубже посмотреть, не поржать над этим, а глубже посмотреть в эту проблему гендерную, да, в армии, связи с традициями и вообще украинским менталитетом, то, мне кажется, у нас невозможна женская мобилизация тотальная, как вот, ну, к чему призывают готовиться. А вы как думаете? Вот как клинический психиатр скажу, что я вообще против того, чтобы мобилизировать женщин. Я считаю, что им не место на фронте, и именно я это говорю с почтением, с пониманием. Почему? Я не рассматриваю женщину просто как предмет для репродукции. Дело в том, что у женщины совершенно другой тип мышления. Они специфическим образом реагируют на раздражители, более эмоционально. Есть типы войск, где они могли бы быть более эффективными. То есть те типы войск, которые предусматривают большую бдительность, отслеживание каких-то данных, там они могут быть более эффективны. Но есть проблема. Дело заключается в том, что если большое количество мужчин пострадает и умрет, то еще все-таки, как ни крути, можно демографию поправить. Но если количество женщин сильно сократится, и большая часть из них, многие уже выехали, причем женщины в репродуктивном возрасте, с образованием, толковые, способные, бизнес-вумен, многие выехали. То есть выехали люди, которые не просто на найме, а которые вывезли с собой команды. Мы потеряем и то, и другое, и не будет возможности восстановить нацию. Я еще раз скажу, что я сторонник именно такой национальной идеи больше. То есть мне не языковая, язык это очень маленький кусок, на самом деле это маленький аспект. Туда смотрят только люди, которые недалеки от понимания демографии, от понимания геополитики. Я смотрю на демографию. Для меня вот национальная часть играет большую роль. Женщины, которые воюют, они не делают ни себе лучше, они дают пример того, что женщин можно мобилизировать. То есть вот такая активная позиция, ну хочешь ты воевать, хорошо иди воюй, но активное отстаивание своей позиции приводит к тому, что рано или поздно задумаются, а что если мобилизировать женщин? И вот в этот момент уже сильно все просядет, потому что не будет возможности, кто будет воспитывать детей, кто будет заниматься вопросами репродукции, кто будет заниматься вопросами поддержания политического строя в том числе. Многие мужчины уехали и не смогут ни проголосовать, ни отдать свой голос ни за кого. Большинство мужчин, кто мог и хотел уехать, уже уехали. Это у женщин будет возможность вернуться и нормально пойти на избирательные участки. То есть нам нужны люди, которые будут поддерживать и нацию, и национальную идею, если она будет сформирована правильно. И, что немаловажно, формирование новой власти. Они должны быть, по сути, голосом народа. Их мобилизовывать сейчас не имеет никакого смысла. Затраты не эквивалентны приобретениям.
Понимаете? То есть, более того, это нагнетает, это усугубляет ситуацию в социальном поле. Я не понимаю тех мужчин или вообще, в принципе, тех людей, которые критикуют женщину, которая пошла воевать, наоборот, честь и хвала, молодец. Ну, она, в отличие от многих мужчин, которые боятся, она ну, нашла в себе силы, желание, или бог бы с ним, что там она еще в себе нашла, этого воина, про которого вы говорите, и пошла воевать. Это ее дело. Туда вмешиваться не стоит. Я скажу так, военные не вмешиваются в жизнь гражданских, если это военные хотя бы с двузначным IQ или с отсутствием каких-то психических когнитивных нарушений. То есть абсолютно здоровые военные занимаются чем? Войной, они занимаются своим делом. Они вот что говорят? Сейчас закончим здесь, а потом будем разбираться. Говорят, у нас нет времени хаять какого-то пацана, который пошел в какой-то клуб и там напился. Ну, то есть у нас нет времени этим заниматься. У меня, говорит, ну, там, я занимаюсь вопросами фронта, плюс отправкой денег своим близким. И моя задача выжить каждый день, чтобы написать своей дочери «доброе утро», там, «я тебя люблю» и так далее. Но у них нет времени заходить в интернет и писать всякую ерунду. Но у меня среди военных, слушайте, и у меня, и у вас, да и в принципе у всех ваших гостей среди военных огромное количество знакомых. Кто-то фанат, кто-то просто ну, является знакомым, кто-то близкий. Я от них, от всех этих людей еще ни разу не слышал претензий к гражданским. Ни разу. Вот ну, у меня такого не было. Сколько? 3 года я не слышал претензий гражданским. Все претензии звучат либо от непрофессиональных военных, для которых война – это не профессия, а стенание. Понимаете? Вот они мучаются. И вот они хотят, чтобы мучились другие. То, что свойственно, кстати, нашей нации. Ну, желать, чтобы у соседа горело чуть больше, чем у нас. То есть это не профессиональные военные. Профессиональный военный не ссылается на жизнь гражданских. Это его выбор, он хочет так жить, и он принимает это решение достойно. Либо это не профессиональные военные, либо провокаторы, причем профессиональные провокаторы. Многие из которых просто, как это вы в каком-то выпуске, не помню, барбершопные войска, ну, вот эти, которые сидят просто в кадре и постоянно говорят. Когда они успевают на фронт ездить, понятия не имеют. Так они еще и какие-то награды получают. В общем, по поводу женщин, краткое резюме. Я считаю, что делать этого не нужно, чисто из соображений логических. Это не вопрос гендера. То есть я не считаю, что женщина там будет в каких-то вопросах хуже на войне. Она в некоторых вопросах может быть значительно лучше, чем мужчина в военном деле, потому что мозг мужчины заточен под одно, мозг женщины под другое. Мозг мужчины с самого рождения заточен под коммуникацию человек-предмет, а мозг женщины под коммуникацию человек-человек. Поэтому многие вопросы, на самом деле, военные женщины могли бы решать более эффективно, чем мужчины. Но сейчас у нас нет такой необходимости. У нас есть необходимость сохранить нацию. У нас есть необходимость сохранить хоть какую-то демографию, которая с каждым днем становится все меньше и меньше. Там в какой-то из месяцев индекс рождаемости был 0,7. Ну, потом он поднялся до 0,9. Это все равно меньше одного ребенка на семью. Да и те, кто выезжают за границу, которые рожают там, это все равно фиксируется, как родился украинец. И все равно не выходим мы в единичку, ну никак. Потому а для сохранения нации нужно хотя бы 2,3, 2,8. Потому я считаю, что женщинам там не место, потому что это несправедливое поле боя, это война абсурдная, она не за честь, потому что я понимаю, я знаю войны за честь, я знаю, как воевали курды за свои хоть какие-то элементы свободы и вообще что происходило. Но эта история не об этом. Это не Чечня, это не то, что даст возможность впоследствии отстоять свой суверенитет. Это то, что просто лишит нас населения. Сложный достаточно такой момент, но просто кажется, что, знаете, вот как в бильярде бьешь, бьешь, не попадаешь, от бортика отлетает этот шар, а потом все-таки при очередном ударе, да, вот все-таки залетает. Вот эта маниакальность о том, что надо воевать, учить детей прям с школьной скамьи, ведь четко же, ну, если верить, давайте так, мы понимаем и видим, да, статистику уехавших, когда открыли 18-22, причем министр молодежи и спорта говорит, не-не-не, нет никаких вообще, смотрите, не увеличился поток уехавших вот этих молодых украинцев. Все нормально, все в рамках нормы. А Вельт сегодня пишет о том, что да не Да, да, совсем, как бы было 100 человек условно там в неделю, 1000. сейчас 1000. Это в 10 раз. Люди приезжают, просят помощь, их там размещают каким-то образом, да, ну,
там у Германии своя такая специфика, да, но там дают помощь, да, и вот они приезжают за этой помощью, вот эти молодые люди, причем именно конкретно, да, вот после открытия границ для 18-22. Из этих 18-22 сейчас предлагают сделать параллельную армию, в школах учить, да, дроны собирать на уроках труда, а если геометрия, то пускай там баллистика или там топография, это в географию, то есть вот такой момент. Когда этот шар вот залетит в эту лузу и пока, правда, отскакивает, хотя, вы знаете, кажется, что ну, даже Зеленский вынужден был принять это решение 18-22, как он это объяснял, да, и как, видимо, ему в уши вложили, и он это потом ртом произнес, что родители забирают детей из украинской системы образования. Забирают. Потому что они не хотят, чтобы их дети, которые в таких сложных условиях учились, ну, появлялись на свет, да, в принципе, это мы же как бы, понимаете, мы сейчас обсуждаем с вами это время войны, но это на самом деле очень короткий промежуток времени. А если так отмотать на 20 лет, там, да, 25 лет, вот попробуй роди ребенка, это всегда очень тяжело для украинской семьи. И они же забирают этих детей и увозят. И вот вот эта очередная порция вот таких заявлений или там решений в школах учить детей дроны собирать и воевать, она ведь тоже оттолкнет многих людей, которые до сих пор держались, а потом плюнут и, в общем, заберут ребенка и отвезут туда учиться. А, Как вы видите, насколько, насколько рационально предлагать такие вещи? Сейчас какой-то мне напоминает этот агитацию оппозиционной платформы «За смерть». Они зажили. То есть какое-то такое ощущение, как будто они создают все условия для того, чтобы, смотрите, нужно родиться, поучиться и умереть. Это к чему вы готовите ребенка вообще? Вы готовите к тому, что в стране война никогда не закончится? Или вы готовите к тому, ну вот это тезис, что пока у нас такой сосед, мира быть не может. Ну так скорее Украина исчезнет, чем Россия. Это невозможно. Это нереально, нереалистично. Надо научиться искать вот эти вот компромиссы. Ну, нужно нормальную дипломатию взращивать. Вы не взрастите дипломата с дроном. Это невозможно. Дипломат должен уметь договариваться. Потому я думаю, что это приведет к реальной потере большого количества потенциально хороших специалистов в стране. Люди будут вывозить, и вот уже, например, чего далеко ходить, я расскажу свой пример. У меня знакомая, у меня сестра двоих детей вывезла, двух мальчиков вывезла, она живет в Польше, она будет их там воспитывать. У меня знакомая, у нее маленький ребенок, ему 1,5 года, и она его забрала и вывезла. Она говорит, я не хочу, чтобы мой ребенок говорит, тревоги это такое, меня вот эти взрывы, даже и тревоги на меня так уже не влияют, да и, говорит, ребенок не просыпается. Говорит, я не хочу, чтобы мой ребенок пошел сначала в детский садик, в котором будут на утреннике дети в форме, а потом, чтобы в школе он сидел, собирал дроны или говорит минута молчания, не приведи Господь. Мой ребенок должен жить в контексте мира, понимать, за что он живет, а не ради чего он должен умереть. Поэтому вот это вот колоссальное давление, связанное с ошибкой, идеологической ошибкой, для чего нужен человек. Человек нужен не для того, чтобы стремиться к правильной смерти, а для того, чтобы прожить комфортную жизнь, не мешая другим и создать возможности для будущих поколений. Поскольку жизнь достаточно короткая, этот процесс прерывный, нам нужно рассматривать жизнь как процесс непрерывный. Дети, потом там, внуки, правнуки и так далее. И вот в этом контексте единственным Извините, смыслом... непрерывный, как власть Зеленского? Это хорошо. Но, к сожалению, непрерывный, не такой непрерывный, конечно. Мне кажется, что многие дети, которые даже вот сейчас родились, они могут... Вы знаете, как будет, как с Путиным в России, только есть маленькое но. Там дети родились в этих условиях, выросли и прожили. А мы-то знаем, как оно может быть, когда есть хоть какие-то элементы свободы. Мы-то понимаем, как это, да и статистически сейчас в России меньше сажают, чем в Украине, за свободу слова. Потому это как какой-то, не помню, диктатор в Африке, что он сказал? Говорит, я вам гарантирую свободу слова, но не гарантирую свободу после слова. Вот это, говорит, это
Вот что нужно понимать. Значит, вот эта вся цепочка, из-за того, что она должна длиться вечно, мы должны ориентироваться на улучшение качества жизни для следующих поколений. И любой потенциальный элемент ухудшения должен менять наш вектор. Мы должны просто забирать ребенка и ехать воспитывать его там, где он будет улучшать свою жизнь, а не ухудшать. История с этими дронами, когда власть изменится, неизбежно изменится. Люди не бессмертные, и вообще все, когда-то это все изменится. Этот элемент воспитания, связанный с агрессивной украинизацией, связанный с вот этими дронами, с минутами молчания, всеми украинцами будет восприниматься как плохой сон, как ужас. И даже те, кто сейчас это поддерживает, впоследствии, как любят говорить, поменяют свое мнение, переобуются и будут понимать, насколько хорошо жить, когда ребенок просто воспитывается в обычной школе, когда он счастлив, когда он думает про геометрию, а не баллистику, когда он думает про не изучение топографических карт, а когда он думает реально про географию. Вот я в эту страну хочу поехать, в эту страну хочу поехать, вот так вот, а не где, как правильно и под каким углом нужно штурмовать посадку в Днепропетровской области, потому что вот под таким углом мне будет легче забегать на этот овраг. В общем говоря, я считаю, что то, что происходит сейчас, это геноцид. Причем двойной геноцид. Геноцид и военного времени, и геноцид внутри страны со стороны властей. Все больше людей это начинает замечать. Вы справедливо подметите, я знаю, потому что смотрел ваши эфиры, подметите. Ну и что они это замечают? Ничего не меняется. У всего есть своя сила натяжения и сила сдавливания. И, Александр, хочу вам сказать, что рано или поздно это изменится. И в тот момент, когда это изменится, мы можем все с вами купить классную футболку, можно даже мерч, все вместе, все, кто к вам ходит, взять мерч. Я же говорил, и тут это носить, потому что это будет очевидно, что все, что говорила оппозиция, все, что говорили люди, которые смотрят на ситуацию как над ситуацией, а не на ситуацию внутри нее. То есть тот же Милованов, он уже внутри этой ситуации. Хотя не глупый мужик. Ну, то есть то, что я знаю, он достаточно умный. Но этот тезис меня просто обескуражил. И смотреть над ситуацией. Люди, которые смотрят над ситуацией, те, которые сейчас уехали в основном, они понимают, к чему это идет. Но когда это закончится, они все будут в одно горло кричать. Мы же говорили, мы так и думали. Вот этот эффект французской лестницы. Я так и знал. Но история покажет, кто знал, а кто что-то говорил и что-то делал. Потому что это все-таки важно. Поэтому у меня такая вот отдельная просьба для слушателей ваших и подписчиков, ну, те, кто смотрит меня или смотрит другие ваши выпуски. Вы для себя всегда фиксируете, что вы слышите. Вот вы же просто послушали, вы слушаете просто эфир. Берите блокнот, записывайте важные тезисы. То, что говорит там тот же Мураев, то, что говорит Шелест, то, что там говорит Арестович, то, что говорят люди, вы записываете это. Почему? Потому что эти тезисы, они нужны вам как аргументы, которые подтвердят значимость ваших решений. Не вы ошибаетесь, а вас обманывают. Вас реально обманывают. Из-за того, что вас обманывают, вы не можете увидеть, у вас один источник информации. Допускайте, что источника информации может быть больше. Фиксируйте это, записывайте какие-то умные, правильные мысли. Подвергайте сомнению все свои убеждения. Это очень полезно. Уметь подвергнуть сомнению свои мысли – это важно. Причем вы подвергаете сомнению мои мысли, мысли Александра, мысли всех, кого вы смотрите, но и тех, кто вам сам показывает себя. Больше доверяйте тем, кого вы можете выбрать, нежели того, кого вам навязали. Потому что вам навязывают каналы государственные, вам навязывают то, что вы не можете отменить, вы не можете от этого отказаться. Отдавайте всегда предпочтение тому, что вы можете выбрать. Вы даже можете выбрать из 5 человек, кто-то вам больше нравится, кто-то меньше, но это ваш выбор, вы принимаете это решение. Вы можете смотреть даже не оппозицию, но ту, которую выберете, а не ту, которую выберут за вас. Потому всегда фиксируйте, это может быть очень полезным для вас. И однажды вы откроете такой, так это ж я записывал. Вот они так и говорили, так и происходит. И у вас хотя бы будет ощущение того, что вы не глупый человек, что вы были причастны к тому, что что-то изменилось. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поддержите лайком. Напишите, что думаете в комментариях. Самое главное, берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.